Так, друзья мои, доброе утро. 6 часов 12 минут. Будем выезжать с базы. Позавтракали. Уже заправил AdBlue. И сейчас погоним. Так что, как говорится, с Богом. 90 километров нам проехать. Так, надеюсь, там никого не будет. Аварийки на всякий случай включил. Немножко задом тут выезжать. Но не то, что неудобно, а лучше выезжать не в этом узком месте разворачиваться, знаете, на базу. Сейчас отскочу на площадку, развернусь и поскочу. Так лучше. Мне, по крайней мере. Хочется так сильно заламывать. Получился как бы полный у меня. Бак AdBlue теперь уже. Все в порядке. А решил записать тоже, в этом листике, что заправился AdBlue здесь на базе. Коллега тоже впервые пересел на МАН. Ну, правда, он, так скажем, уже опытный, я так понимаю, в годах. Был на ДАФе, говорит, пересел на МАН. Вчера постеснялся ко мне вечером подойти. Но сегодня подходит, говорит, слушай, а как рыбаста включается? Это я имею в виду отопление, да, автономка, отопление, отопление. Ёхать, я говорю, ты что, всю ночь так и спал? Он говорит, да. Я говорю, нифига ты себе даешь, Что-то хочешь спросить еще, что ли? Показал ему, конечно, все, что знаю. Он пошел, коллега. Я показал ему, как, что, где, что включается. Где круиз-контроль, где все эти дела. Что-то у него, не знаю, пересел он, короче, на МАН 510, кстати, дай бог ему удачи. Всю ночь спать в холоде, сейчас на улице минус 3 градуса. Это пипец, конечно. Постеснялся. Не надо, говорю, стесняться было, Все в порядке. Тем более он меня видел прачечной. Не прачечной, на камбузе там, на кухне. Я говорю, без проблем, надо было спросить. Как это, всю ночь спать в холоде? Я знаю, что такое спать всю ночь в холоде. Я уже спал. На Ника 2, когда у меня, двигатель не заводился, не запускался. Вот это было, да. Это было, что-то. А что мне вот этот не ведет? Что-то не понял. История, сейчас мы включим. Что он его не включает? Выбрать пункт назначения. Окей. Начать навигацию. Сейчас все включился. Сейчас все включились. 90 километров, 7:40 я буду на месте. Там магазин открывается в 8:30, а написано у меня быть 8. Вчера я должен был быть 8. Я посмотрел по Гуглу, 8:30 до 7 он работает. Но это магазин, ребята. Да, это не склад, не грузчики, так скажем. Вообще на будущее достаточно такое хорошее место в этом самом, для паркинга. Можно найти, заехать, где-нибудь встать, если работаешь не здесь. А можно и на паркинг заехать на ночь.
пока никто не видит. Лампы здесь, конечно, офигенные, блин, вообще. Я скажу вам так. Ну, лампы, я имею в виду фары. Так офигенно, блин. Светит, что ничего толком не видно. Свет ужасный, конечно. Ну ладно. Особенно поначалу, потом привыкаешь уже. Итак, погнали. Сегодня у нас 28 февраля, последний день зимы календарный. Посмотрим, что там. Потом у меня вторая выгрузка тоже где-то недалеко, магазин. Ну, не знаю, я так думаю, что тоже магазин. По-моему, 12 километров от этого места. То есть утро у меня будет разгрузочным. А дальше посмотрим. Я так по карте посмотрел предварительно, но еще адрес не вводил, так что толком не знаю, конечно. Может быть, я там ошибался, может, не 12 километров. Ну, где-то рядом. Ой. Ну, вчера ужин себе приготовил. Спокойной обстановке. Правда, времени не так много было, да? Потому что я приехал без 15:09. Напомню, вчера ровно 10 часов отрулил. Ровно 10. То есть понедельника я уже взял одну десяточку и взял одну пятнашку. Ну и планировал, что где-то в 6 буду выезжать. Сначала я думал 6:30 выезжать, да, но потом подумал, я так думал, где-то в 6:15 буду выезжать, так скажем, чтобы заправить AdBlue здесь на базе, потому что, как бы, рекомендация, если здесь на базе, заправлять AdBlue. Надо, не надо, 1 литр, 2, 10, неважно, надо заправлять. А топливо тут, конечно, не заправляет, иногда там сливает из бака в бак. Но топливо у меня еще полбаков есть, там уже будем смотреть по ситуации. Надо будет, конечно, заправиться. Ну, тут много чего зависит. Куда я поеду, когда я поеду. По заправкам здесь тоже нету проблем, как в Хейстеркампе. Можно и в субботу заправляться, и в воскресенье заправляться можно. То есть с этим проблем тут нет. Единственное, что надо заправляться на определенных станциях, где работает карточка Haier. У меня уже отмечено 2 заправки. Был еще на одной, нет, 3 даже заправки, по-моему, у меня уже было. На одной я был, я помню, блин, еле выехал. Хорошо утро было вот такое вот раннее. Мне даже этот продавец помогал выезжать задом.
приехал AdBlue заправлять, а там его и нету даже. Классно было. В таком закутке находится еще. Ну и в баню. Ну, как бы это первые шаги. И вообще я скажу, что такие достаточно неудобные заправки, в которых я был. Одна только нормальная. И то она работает как бы в сотрудничестве с Хайером, так скажем. Не чисто хайеровская. Кто-то мне еще говорит, что есть паркинги хайеровские, где карточкой можно хайер расплачиваться. Не знаю. Две заправки были такие. Одна вообще где, только что сказал про AdBlue, а вторая приходил, вообще непонятно. Сначала так, потом надо выехать, на кольце развернуться, заехать с другой стороны. Нормально тогда, чтобы заправиться. А выезжаешь с другой стороны, перекрываешь, соответственно, движение всем, кому только можно и кому нельзя. Не понравилось мне это дело. А вот на этой самой, кстати, где в сотрудничестве, да, очень хорошая заправка, большая, заправился, кофе предложили. Я-то думал, кофе предлагают на хайеровской не предложили даже кофе. Да я, в принципе, не спрашивал. Ну да, я еще был на автоматической на одной. Так что заправками тут такая вот. Не, ну главное, что не надо запрашивать, где заправку, дайте заправку. Ближайшую, еду туда. Есть аппликация. В Хестеркампе был список. Ну, кстати, я ко всему этому вернусь, напомню, что есть в сообществе, да, в графе, или как это называется, это в главном меню есть сообщество, и там есть пост мой, что я планирую сделать видео в компаниях, в которых я работал и работаю. Не выявить плюсы и минусы, а рассказать просто особенности компании. А плюсы это или минусы это уже решать вам. И там я просил, наверное, уже, может быть, когда вы будете это видео смотреть, я уже буду делать тот видос, я его планирую к концу недели сделать. Если что-то интересует, чтобы написали, какие моменты желаете услышать. У меня как бы набросан план моментов, но я же могу упустить, и, например, кажется, мне это не совсем интересно, а кому-то наоборот это очень важно. Ну а минус это или плюс, это уже решать вам. Так, теперь нам налево. Вот сюда. За этим грузовичком. Да, вчера я так несся последние, 2 километра, наверное. И на паркинг. Офигеть. Не, мог, конечно, встать и раньше. Сразу повернуть и встать. Но что-то я подумал, там получше будет место. Ага. Там в одном кармане бус, в другом тягач. На повороте стоит коллега, что он там встал, непонятно. Ну и пришлось чуть-чуть дальше уже так на скорости обходить прицеп и залезать в карман. Я мог, конечно, может быть, надо было и прямо остановиться и стоять, как было, так и без поворота вообще не было проблем. Но все равно 10 часов чистых.
так уже один раз было. Или было 59, нет, было, по-моему, ровно 10 тоже. Я тогда распечатку сделал, можно было не делать, потому что это не нарушение. Если 10.01, тогда это уже как бы нарушение. Лучше сделать распечатку и объяснить, почему именно 0.1, а не 0.0. По ночному городу едем, просыпающемуся. Вот видите, здесь люди стоят на паузе. Кстати, в Реклингхаусе много где можно встать. Вот так. Есть места на обочинах. Только не могу понять, это вот... Не то, что не могу понять, я сейчас думаю, вот стоят машины вдоль. Вроде здесь не жилые дома. Они что, тут ночью ставят машины вдоль дороги? Наверное, да. А может и нет, может быть уже приехали на работу. Все может быть. Этот приехал на работу, видно. Да. 6 утра движение уже такое достаточно интенсивное, я вам скажу. Нам еще 5 километров по городу проехать. Но вот тягачи стоят, но почему-то они стоят без прицепа. Вообще так интересно, взял, поставил здесь машину и все, и стой, отдыхай. Магазины рядом. Все рядом. Надо, сходил. Да, вот смотрите, да, вот уже трафик какой. Достаточно. А время только 6 часов 30 минут. По местному. Да, Реклингхаузен, там съезд с трассы, уходишь направо, потом идешь туда еще где-то. Хотя там какая-то другая есть дорога, не надо уходить вправо, нужно идти прямо. Нет, ну я тогда тоже пошел прямо и, блин, получилось больше круг делать, потому что там съезд закрыт, надо все-таки направо. Я правильно вчера ехал, направо уходишь, там потом еще раз направо, уходишь как бы на кольцо и на встречную полосу, и потом ты идешь на базу. А если прямо проехать, то это... У меня бывало, что я проезжал прямо, там этого поворота вправо нету, там бордюры стоят, барьеры. Поэтому все правильно я ехал вчера. Потерян сигнал GPS. А у меня этот... Я уже на всякий случай Google включил карты, но он-то ведет как легковая машина. А здесь достаточно много знаков, что грузовым запрещено. Но знаете, если вы идете с грузом, видите, магазин уже открыт, 6:30, Рэве открыт. Если вы идете с грузом в какую-то точку, то если это не кирпич, всегда можно читать как бы внизу табличка. И можно додуматься, что там написано «кроме доставки». Я там не помню, как там читается, но проезд запрещен, но кроме доставки или выгрузка, или на загрузку можно проехать. Таких мест много по Германии. Бывало, что дорога даже перекрыта. Ну а что делать? Не задом же ехать 3 километра. Ну вот едешь с грузом.
Да, немножко нарушаешь, как бы, но что делать? Если ты либо пропускаешь эти указатели, которые... Да нет, их нету, они просто внезапно появляются. Подъезжаешь, а там написано, там, ремонт дороги, проезд запрещен. Елки-палки, а как? Не, есть места, где хорошо написано, там, типа, через 500 метров, да, там, проезд запрещен, грузовым проезд запрещен. Но если проезд запрещен через 500 метров, то это 100% может быть, ты даже там и не проедешь. А если написано грузовым запрещен, то возможны варианты. Как у меня тогда вот ночью было такой момент, что я проезжал на этот самый, на, как он называется, на такой момент, что грузовым запрещен проезд. Вот сейчас как бы желтый горел, я мог затормозить, но как вспоминаешь, что там у тебя за бортом, так лучше ну его нафиг тормозить. Типа как бы на грани получается. Проехал на желтый, но уже на перекрестке красный загорелся. Но в любом случае, любые нарушения, вот эти вот, проезд под знак, да, все-таки на совести водителя. Тут уж как карта ляжет. Чувствовать надо. Время суток, да, там, все дела. Например, если бы это был день, и там написано ремонтные работы, и проезд там ограничен какой-то, то, ребята, надо учесть, что вы поедете, а там экскаватор стоит какой-нибудь. И вы просто по габаритам не пройдете. А если ночью, то это уже больше, или рано утром, то более такая вероятность, что все будет окей. Ну а мы вот выбираемся из города. К сожалению, уже 6 минут потеряли. Потому что изначально был мой приезд в 7:40. Сейчас уже 7:46 показывает. Я приеду на точку. Но я особо не гореваю, не горю я об этом. Что я знаю, что в 8:30 открывается. Ну, хочется к 8 приехать. У меня время выгрузки на сегодня нет. У меня старое время выгрузки. Как бы. Так скажем. Поэтому особо не переживаю. Но я не люблю вообще-то опаздывать, когда я могу не опоздать, да? Я, в принципе, так никогда не делаю. Не в принципе, а вообще так не делаю. Особенно если, например, понедельник. Некоторые коллеги там типа жалуются. Не жалуются, а говорят, приезжаю там в понедельник, а мне пишет сообщение, блин, почему вы опоздали, блин, должны были быть в 6, там, типа, или в 7, или в 8, почему вы опоздали? Ну, блин, одно дело, если там, типа, ты попал в пробку, да, где-нибудь, что-то случилось на дороге. Другое дело, если ты, блин, все время блин. Другое дело, ты отдыхаешь 45-ку, и ты не можешь рассчитать время, во сколько тебе надо встать, или у тебя нет желания встать пораньше, чтобы доехать, то я считаю это неправильно. Это некорректно по отношению к своей работе, по отношению к компании. Все-таки водитель не только рулит, он еще и думает. Если дали тебе 8 утра в понедельник, будь добр, 8 утра быть. А не спать до 7 утра, а тебе ехать еще 120 километров. Да, мы никто не любим работать ночью, но тогда доедь вечером, доедь в субботу. Посмотри по времени, чтобы у тебя 45-ка была. Потому что в субботу можно по Германии ехать, в воскресенье нельзя. И даже если у тебя 45-ка, и тебе нужно стартануть, скажем,
очень рано. Ну тогда проедь так, чтобы тебе пришлось стартовать не в 6 утра, там, в 7 утра, не в 5, а полседьмого. Ничего, отстоял девятку с пятницы на субботу, пораньше стартанул, проехал с расчетом, во сколько у тебя 45-ка заканчивается, если ты 45-ку стоишь. Я уже не говорю про 24-ку. Проехал, в субботу остановился, потому что 45 это не 48. Если ты остановился в 9, то считай, в 6 утра ты можешь в понедельник стартовать, у тебя будет 45. Ну, соответственно, вот так высчитывать. Но тут есть другие нюансы, чем ты занимаешься в пятницу вечером. Вот это очень важно. Конечно, если ты, там, извини меня, набросался пивом или еще чем-то крепче, конечно, ты не поедешь. Ну, тогда, значит, в понедельник пораньше стартуй. Так, ну как-то едем. И где вообще будем выходить на СН? Еще 1,5 километра примерно. Вот здесь тоже какой-то паркинг, по-моему, или что это там, машины стоят. Машина стоит, и автобус стоит. Тоже, наверное, удобное место. Но там как-то странно, 4 Мерседеса стоят одинаково, как будто там какой-то офис. Магазины, смотрю, открыты, и Кик открыт, и Ревы там открыты, и Алзи был открыт. 6:30. Ну, в принципе, правильно, наверное. У нас в Латвии в основном все магазины открываются в 8 утра. Это очень неудобно. Если тебе что-то надо купить с самого утра, или деньги снять в банкомате, особенно который в магазине, надо ждать 8 утра. Здесь я смотрю, я еще в первый день, я помню, заметил это в Германии, когда еще в Гейстере только начинал работать, я помню, приехал, у меня выгрузка была в 8 утра назначена. Я открыл Google, хотел купить там еды, думал, ну ладно, после выгрузки. Открыл Google, смотрю, елки-палки, магазин открыт уже с 7 утра. Вот здесь уже с 6:30 я еду, они открыты. И там было с 7 утра. Я уже так был удивлен. И знаете, я пошел в магазин тогда, и я офигел, блин. Полный магазин народа. Люди перед работой, видно, закупаются по привычке, да, там, какими продуктами. Хотя фиг, может быть, скидки там с утра, не знаю. Ну, как минимум продуктами там, да, вот этими бутербродами там. На работу. То есть они не делают, получается, дома бутерброды, как мы привыкли, да. Они их покупают с утра в магазине и поехали на работу. Сэндвичи вот эти. Наверное, удобно. Потому что, конечно, все это можно приобрести на заправке, но, соответственно, уже в 2 раза дороже. Поэтому я так был удивлен. Приятно. Ну, пришлось постоять, потому что тоже заметил такую фишку у них. Вот нету народу в магазине. Вот я заметил Lidl, Aldi. Нету людей в магазине, мало. Кассы все работают. Как только получается очередь, почему-то работает одна касса. И проходит какое-то время, вдруг вы слышите, что объявление, да, там, ну, пожалуйста, подойдите к кассе такой-то. Там, Свайн, там, Драйн. Вот дорога на Эссен у нас. Сейчас будем здесь стоять. Здесь со светофором.
выезд. Пробка мне не нужна, конечно. Не хочется мне. И тогда половина очереди из первой кассы идет во вторую. А две другие все равно стоят пустые. Я не знаю, с чем это связано, но я вот такую вещь заметил. Особенно в Лидле. В немецком, я имею в виду. Маленькая пробочка. Сейчас выйдем на эту самую, на трассу и погоним. Ну вот смотрите, буквально 1 минуту. Я не знаю, сколько машин. Одна поехала машина. Ехал, тормозил. Как-то зеленый свет как-то странно работает. Он как светомузыка. Видите, зеленый, желтый, красный. Желтый, зеленый. Сейчас опять будет желтый, красный. Типа по одной машине пропускает, что ли? Интересный такой светофор. Первый раз вижу слово. Наверное, чтобы не было пробки. Клево так, да? Желтый, красный. Желтый, зеленый. И уже сразу желтый. Интересный. Наверное, так продумано специально. Ну, не наверное, так и сделано. Просто же так они решили. Давайте поиграем в светомузыку. Дальше проходи. Что ты тут сиськи мнешь? Ладно, мы залезем за этим. Потому что мне дорогу уступает коллега. Этому уступим. Ну, одному уже, блин, не всем же. Это ты, друг, уже, блин, зря вот так делаешь. Ты уже идешь по сплошной. Сен. На Эссен. Там еще где-то один светофор должен быть, если я не ошибаюсь. Да, вообще-то хорошо. Но вот если бы не эта пробка вчерашняя там, из-за фуры, где перевернулась, на боку лежала, то все в порядке было бы вообще. И раньше приехал бы на полчаса. Я там 11 километров, по-моему, проходил минут 40, больше даже. Я так заметил, что было 11 километров до поворота, объездная. А потом по мосту там проезжал, по виадуку, смотрю, лежит фура. Как-то лежит так по диагонали, перегородив все направление. А вокруг там краны стояли, там аварийки. Вроде погода хорошая. Как он так перевернулся? Может быть, уходил от чего-нибудь? Кто-нибудь подрезал? Даже не знаю. Но картина такая неприятная. Ой.
Ну ладно, на выезде пробочка, едем дальше, ребята. Понемногу приближаемся к месту выгрузки. Сначала пробка, в конце, ремонт дороги. То есть надо ехать не по бану, чтобы заехать, а вокруг. Ну, в принципе, я уже заехал в город, но надо ехать 7 километров. И, кстати, по кругу там оказалось не 20, а 13 километров. Но странно, сейчас еще, навигатор мой, левый, хотел меня повезти чуть правее, а там, по-моему, 3,6 мост. Ничего не понял, что это он так вступил. Ну, я проверил остальные навигаторы, вроде вот так ведут меня. То есть смотрю там на знаки внимательно, конечно. Так, просто тоже нельзя. Хаггебау маркет какой-то надо искать. Где-нибудь там остановлюсь рядом и пойду искать рампу там или... Там вроде рампа была такая, причем большая такая, достаточно. Так, здесь знаков нету, что мост, высота, ограничения. Вот здесь вот напротив Макдональдса будем поворачивать. Я надеюсь, этот велосипедист сейчас меня тут... А у него все, красный свет. То несся, тоже, конечно, кадр, Что ты несешь, что у тебя красный свет уже, говорит, ты меня затормозил. Ну его нафиг. Сначала ехал так медленно, потом вдруг понесся, когда я подъезжал к перекрестку стал. Зачем? Я уже смотрю там и в зеркало, чтоб мало ли, но в зеркале солнце отражается. И не так хорошо. Вот типа вот здесь я должен был заехать, получалось. С правой стороны. Есть там мост, какое-то ограничение? Ну вроде есть, да, мост. Я не вижу, какое там ограничение. Там было написано 3, что-то 3 и что-то. Хотя нет, 4 с этой стороны нарисовано. А на знаке было 3 с чем-то. Здесь нету знака с той стороны. Здесь я там... Будет место, где стать. Хаггебау. Много светофоров будет. Много светофоров. Вроде как бы уже в городе. Наверное, с другой стороны просто заехал. Через весь город сейчас будем ехать. Если 5,5 километров, достаточно много. Пока 13 минут, ребята. Это 9 минут показывает. Остановимся, просто не поедем. Аларм Фахрат.
Ладно, приедем, посмотрим. Как бы приехали, ребята, мы к магазину. Дальше что, пойдем выяснять, куда нам там дальше. Что, блин. Нифига тут непонятно. Рамка туда, что ли? Интересно. А, не, вот рамка, по-моему. Ну, сейчас узнаем. Или это другая рамка? Все, пойдем узнавать сейчас. Короче, это магазин. Сейчас будем очень здорово крутиться. Даем назад сначала. Потом заедем на паркинг. Да. Этот сюда едет. Очень здорово. И этот туда же заехал. Ну зашибись. Ну, короче, блин. Сейчас он будет выгружаться. Так. Походу я тут сейчас на бордюр буду заезжать. Слишком близко к бордюру. Так не пойдем. Надо вперед чуть дать. Иначе, блин, я по бордюру поеду. А это нежелательно. Надо аккуратненько вдоль бордюрчика. Вот так. Отъехать от него. Очень так тяжело, ребята, ехать, потому что, блин, трафик идет, машины едут. А мне нужно тоже ехать. И главное, что не выставить никого в помощь. Это еще ладно, сейчас мы заедем задом, потом надо будет заехать на этот паркинг-плейс. Там как-то, блин, раскорячиться. Как говорится, жить захочешь, не так раскорячишься, но... Я надеюсь, кто-то там меня объедет. Да, здесь для фур, конечно, место супер. Надо заехать, развернуться, чуть-чуть задом сдать и в правую сторону взять. Ну, это легко сказать. Нет, я так не боюсь, вот честно. Вот. Вообще особо не волнуюсь. Меня больше волнует, вот там машины стоят. Ну и вот как я сейчас там, блин, там другой приехал, коллега, не на фуре, а на маленькой машинке с краном. Да, конечно, для фур здесь самое такое место, блин. Для разгрузки.
я думаю. Как тут заехать, чтобы тут ничего не сломать? Блин, слишком большой взял угол. Или я слишком далеко заехал, так скажем. Надо чуть-чуть раньше поворачивать. Где-то вроде никого. Не, ну это, блин, конечно, ужасный поворот. Блин. Как мне тут заехать? Так, вроде нормально. Шлагбаум, надеюсь, я не задену. Очень хочется в это верить. Проезжаю. Шлагбаум. Одну сторону, а вторая сторона. Тут проехали. Дальше что? Наверное, думают, что у меня такая маленькая машина, как эта. Ой, это тоже уголь привез. Но он совсем не чуть-чуть привез. Ой. По сравнению со мной. Я не знаю, я тут не развернусь, мне эта машина мешает. Мне так кажется, ну да. Здесь хозяин этой машины. Нет, не это, блин. А, он с обоих бортов. Сначала с одного борта, потом с другого борта. Ну что, ребята, я пытаюсь тут. Чупу стоит так классно. Очень хорошо. Ух, в притирку, можно сказать.
в ту сторону больше. Да я бы взял бы в ту сторону, если бы, блин. С одного борта были бы. Потом надо будет опять. И выехали сразу. Нет, не так. Так, вроде встали. Офигеть. А немцам пофиг, они видят, что я тут сейчас крутиться буду, блин. Пойдем разбираться.